Здравствуйте, уважаемые зрители! Это вторая часть интервью с Рудольфом Вагнером, владельцем Европа Дискус Центра во Франкфурте на Майне. Если вы не посмотрели первую часть, то обязательно перейдите по ссылке и посмотрите сначала ее. Или подпишитесь на канал и найдите первую часть в плейлисте «Разводчики Европы». Не забудьте поставить лайк, если хотите нас поддержать. В первой части были затронуты следующие основные темы. Почему Европа дискус-центр? Содержание дискусов. Баланс в воде. Как часто подменять воду? Чем кормить рыбу? Состав фарша от Рудольфа Вагнера. Кстати, его вы можете найти в описании к видео. Как принять рыбу? Карантин. Нужен ли микроскоп? И многие другие. Не менее интересные темы будут в этой и в третьей частях. И, конечно, вас ждут сюжеты из музея техники. Я не буду их активно комментировать, чтобы не испортить удовольствие от вашего собственного посещения музея. Ну, у кого получится. Давайте сразу и забежим. На пару минут. Такое ощущение, что они то ли рабочие, то ли что-то. Потому что, смотри, везде внизу поддоны стоят, видимо, течет. Масло капает. Ну, правильно? Смотри. Вот, смотри. Видишь, вот там вал, вот тут чего-то там. Какие препараты применяете? Препараты? Да, можете чего? рассказать? Ну, для лечения. Рыбка же, ну, все равно когда-нибудь болеет. Честно сказать, я от препаратов ушел, да. Ага. Например, если, конечно, есть какие-то паразиты, да, конечно, от них надо избавляться, да. Они не нужны рыбе. Например, сосальщики там или гексамита и все такое, да. Но, честно сказать, дисциплину надо держать сначала, да. Если вот, например, если рыба пришла, она в карантине у меня, я беру по мазки, да. Если там она, скажем, сейчас у нее жабренные сосальщики, где я ее купил, мне там уже надо, скажем, сразу этому разводчику сказать, чтобы он сразу это убирал, да. Я в основном это так и делаю, что дисциплина должна везде быть, и у меня, и у разводчика, да, который мне эту рыбу присылает. Тем не менее, препараты, если, например, да, вот, ну, в основном я вот смотрел вот русские ролики, в основном многие вот занимаются до сих пор еще метронидазолом, да, например. Ну, здесь у нас есть препараты, Манаус Аквариум продает, да, препараты, вот у меня есть, я могу сейчас принести, показать, да, тоже, да. Да, все их знают на самом деле. Манаус Аквариум? Да, конечно. Ну вот
против Манаус аквариум я вот только беру вот насчет, если, скажем, эти гексамита, да? Гексамита, если. А если там, скажем, капиллярия, да? От капиллярии я беру флубинол, да. Ну, от флубинол, что вот плохо, да, если флубинол, если вот разводишь рыбу, что она потом оплодотворение где-то месяц, оплодотворения почти Не нету, будет, да, да? у самцов, да. То есть надо Но ждать. он опять возвратится, все будет нормально, да, но минимальное оплодотворение исчезает, да, после этого медикамента. Но капиллярия, она очень редко, да, бывает, да, вот именно, она бывает, но Вы ее как определяете? В опять же через экспериментах? экспериментах, да, эксперименты берешь, и там ты яйца видишь, потому что этот паразит, он постоянно яйца, миллион яиц несет в день, да. И когда другая рыба жрет с пола, она берет это яйцо, глотает, и паразит разводится в желудке, да. Также и этот флагеллат, или как его, Флагелляты, да? Да, флагелляты, они, их тоже видно в экспериментах, да, когда их много. Конечно, если ты полностью рыбу разрежешь, там увидишь больше, да. Но в основном, если ты вот увидишь хорошую рыбу, и ты не хочешь ее резать, да, то лучше, конечно, все смотреть по экспериментам и брать все помазки. Ну, когда-то рано или поздно, когда она начнет уже, если там, конечно, совсем уже не получается, что ты не знаешь, да, что делать, ну тогда надо будет, конечно, что-то сделать, да, чтобы вылечить ее, да. Ну, в основном, вот честно сказать, если вот эту вот я дисциплину держу, например, новая рыба пришла, я ее проверил, у нее ничего нету, да. В основном, что я делаю? Или же соль, например, да, для меня, вот соль, стабильность воды, натуральный минерал, да, вот это добавляю, например, даже вот от бактериальных заболеваний, да, я беру много соли, просто пол килограмма на 100 литров воды, да. Ну, там нужно, опять же, надо смотреть, какую соль. Я не знаю, здесь в Германии у нас есть вот это таблетки Я применяю регенерированные. такую же, Да. я не знаю, Если в России можно можем купить рассказать такое. всем, Ну да. что с вашего позволения я Да. тогда покажу в видео, какую соль мы с вами применяем, ну, какого типа. Да. Наверное, мы разных производителей. Ну, Виталик тоже эту же берет соль, да, вот. Почему? Потому что она чистая, она растворяется 100%. В таблетках можно правильно дозировать, да, это все. Таблетка 13,8 грамма, я из вот этого рассчитываю. Ну и это соль не иодированная. У нас на рынке вся соль иодированная. Да. Либо покупаешь морскую соль, но она намного дороже и не очень удобно с ней работать. А вот эта соль действительно очень удобна. Но тем не менее, вот я соль беру. Нет, хлорку, да, могу взять. Хлорамин Т, не хлорамин Т, а халамид. Халамид, да, он не такой, как хлорамин Т, он чуть-чуть ожоги может создать, потому что он крепче, он по другому составу чуть-чуть сделан. А халамид, он чуть-чуть по-другому сделан, он не так действует на кожный покров. Да. То есть он мягче. Он халамид мягче. Да. А какую концентрацию вы обычно используете? 1,5-2, да. 1,5-2 на 100 литров? Да. А вы при этом какую pH и pH держите? Ну, у меня вот pH очень высокий, да, в моих аквариумах. У меня где-то 8, с 8 до 10 у меня, да, поэтому стабильность. Вот можно, если, я думаю, я не знаю, вы мерили, когда эту соль добавляешь, pH идет наверх или нет? Я не мерил еще. Когда хлорамин Т? Нет, когда вы соль... Обычную соль? Обычную. Нет, конечно. Ничего не поднимается? pH не поднимается. Только микросименсы поднимаются, да, все. Да. Ну, у меня pH гораздо ниже, 3-4, поэтому мне приходится поднимать pH, прежде чем обрабатывать. Чем вы поднимаете? Поднимаю солями кальция и содой, гашеной кипятком. Okay. Ну вот, как я понял, pH должен быть стабильный, да? Да, там есть табличка на халамиде, да. И эти параметры надо выдерживать, иначе у рыбы будут ожоги. Да, точно.
Поэтому у Ну, у меня вас стабильная pH вода. очень высокая, Да. поэтому вам не о чем беспокоиться. Да, я хлорку добавляю. Я иногда даже для профилактики, если новая рыба приходит, даже меньше, чем грамм беру, может быть, даже. Да, грамм просто для профилактики, да. Ну, так А на закинул. какой период? То есть вы потом Ну, подмениваете я вот с воду одной, или... у меня одна врачиха есть, я нет-нет ее вызываю, тоже так посоветоваться с ней, все такое, чтобы она, ну, если у меня мало времени, чтобы она проверила там на паразитов и все такое рыбу. Вот она мне говорит всегда так, да, вот 6 часов он действует только, да. Она говорит, сегодня добавляешь, например, 1,5 или 2 грамма. Там надо смотреть, да, как рыба себя чувствует. Обязательно там препарат очень сложный, надо смотреть, потому что у каждого параметра воды разные, да. Я про себя говорю, про свою воду, да, поэтому каждый, если кто-то будет что-то делать, надо очень Надо осторожно. осторожно проверять, да, Да. подбирать концентрацию. Да, и поэтому она говорит, например, первый день дозировать, можно даже вечером чуть воду подменять, да, чтобы не беспокоиться. Потом второй день, та же концентрация, и третий день, та же концентрация. И потом можно там 15-20% воду менять. Но я каждый день это делал, да, чуть-чуть. И потом эту же концентрацию добавлял, да. Потому что через 6 часов она так и так уже не работает хлорка, да. И То есть она считает, что через 6 часов хлорка уже отработала свое. Да. Ну, у вас аквариумы с лавой, получается, на которой много У меня органики. сейчас не везде, я кое-где сейчас сделал эти губки, да, потому что я понял, но слава, что хорошо, вы тоже это заметили, стабильность воды, да, чуть-чуть, потому что это натуральный этот Продукт. ну, не продукт, а минерал, да. Это же тоже камень, минерал, и он всегда что-то отдает. Если у вас много кислотности, скажем, кислотность растворяет чуть-чуть этот минерал, и получается стабильность, да. Да. Он создает какой-то уровень буфера, Я несмотря думаю, на то, что льешь осмос. да. Я думаю, например, в разводне лучше, конечно, брать губки, да. Потому что там pH должен быть чуть пониже, да, и чтобы не было такого, да, что ты здесь кислишь, а тут с другой стороны у тебя поднимается все, да. То есть ты перестаешь управлять процессом. Да, а вот получается. для вот поднятия рыбы там надо больше минералов, там нам нужна стабильная вода, да, и там очень важно вот иметь именно то, что о чем мы сейчас Систему, говорим, да. А губки вы имеете в виду аэрлифт с губкой? Ну, вот эти материал, я просто про круглые. материал говорю, да, в фильтрации То есть в всё любом лежит. виде. Да, в любом фильтре, да, вот у меня там и губки лежат, и лава, да. Когда вы продаете рыбу клиенту, вы рекомендуете ему иметь какие-то медикаменты на случай болезни рыб? Или вы считаете, это особо не нужно рекомендовать? Нет, я думаю, это неправильно. Я же не могу, например, если я был бы врач, я же не могу вам прописать сейчас какие-то таблетки, если вы этим не болеете. Тут же сначала надо поставить диагноз, да, прежде чем что-то, понимаете, лечить. Ну да. Да, и зачем тратиться на что-то? Это, во-первых, тоже все портится, да, эти медикаменты, это тоже, если вдруг рыба Сроки не заболеет, годности, да. это все просто выкинутые деньги опять, да, и зачем? Если уже рыба болеет конкретно, да, тогда надо ставить правильный диагноз и лечить потом, да, а не так просто, да, что-то иметь. Понятно. Очень сложный вопрос. Вот какую рыбу вы бы порекомендовали людям покупать? Маленькую, большую? В каком возрасте? Как ее выбрать? Как определить, что эта рыба вот хорошая, плохая, больная, не больная? Ну вот смотрите, да, вот это опять же, да, с моих ошибок, да, и сколько лет я уже этим занимаюсь. Скажем, до 5, нет, даже до 8 сантиметров рыбу не стоит сажать в травник, да. Потому что она, во-первых, там теряется, да. Какая-то там не боится чего-то, да, там прячется постоянно, да, потому что они в группах больших плавали, а потом этих наивных детей, можно сказать, высадили куда-то в лес, ну так, грубо скажу, да, Да. и они просто потерялись там, да, кто-то испугался, и все, потом начинается, мало покушал, сломал себе, скажем, желудок где-то, да, и потом не растет рыба правильно.
Поэтому для травника, скажем, да, вот именно где вот совсем другая, лучше рыбу посадить от 10 сантиметров. Да, потому что даже если она становится где-то, скажем, пугается или еще что-то, у нее все равно столько еще энергии, да, что она не затянется. Да. Выдержит. А в основном до 10 сантиметров или там до 8 сантиметров, я сейчас примерно, да, говорю, рыбу лучше садить вот именно в такой аквариум, где ничего нет, чтобы ее правильно поднять сначала до 10 сантиметров, а потом можно ее сажать куда хотите. Да. Да. А скажите, как определить, ну, вы вот сейчас порекомендовали брать не очень маленькую рыбу, да, то есть это уже окрашенная будет рыба или... Ну, скажем, взять 8 сантиметров, да, опять же, зависит от породы, да, вот у меня леопарды, они полностью 8 сантиметров окрашены, питчиные, да, скажем, да, они наполовину окрашены, да, или там, я не знаю, ну, синяя, белая рыба, она так и так окрашена, да. Или не окрашенная, белая. Ну, белая она сама по Она себе уже белая, белая. да. Альбиносы также, да. Ну, в принципе, с 8 сантиметров, да, я уже думаю, рыба уже понятно, уже что что-то понятно, что с этого будет, да. Понятно. Ну, то есть, если не брать мелкую рыбу, то этот вопрос и отпадает. Да. Давайте затронем тему разведения. Очень многих она интересует. Многих она интересует не потому, что они хотят разводить и продавать рыбу, а потому, что им хочется увидеть процесс, так сказать, как разводится. И у некоторых людей разведение даже получается в общих аквариумах. Даже малек плывет и даже садится на родителя. И они начинают судорожно спрашивать, а что делать, как спасти малька, чтобы его не съели там другие рыбы, как вообще его поднять, чем его кормить, ну и все прочее. Какими, по-вашему, должны быть нерестовики, если человек все-таки в нерестовик решил отсадить, посмотреть процесс, как он идет, так сказать, у разводчиков, какой размер, какая фильтрация, какая вода, как вы считаете, что посоветуете? Да, здесь, понимаете, тоже опять от параметра воды зависит, да, у каждого свой это, да, например, у меня вот друзья есть, у них уже с крана текет, да, вода, которую можно разводить, Нерестовая вода. нерестовая, да, но она, опять же, нестабильная, да, там, скажем, у него KH, да, вот тут у моего знакомого, может, знают его, да, многие, у него, например, KH 1-2, да, там у него вообще, да, вот он страдает, говорит, Руди, говорит, вот для разведения без проблем, да, а вот для того, что содержать рыбу, вот он много рыбы садит, он постоянно надо доливать что-то, чтобы держать KH, да, или менять эту воду постоянно, чтобы поддерживать ее, да. Мраморную крошку или что-то, что будет Да, давать... вот я вижу, малазийцы вообще ракушки ложат, да, там, ну, чтобы там поддерживать свой параметр, потому что так рухнет вода и все, да. Ну и, скажем, я, например, осмосом вообще не работаю. Одно время я осмосом работал, да. Я сделал так, что все подготовил 100%, да, вот как должно, как в книгах стоит, да, там столько-то микросименсов, столько. Вот у меня рыба тупо стоит и не хочет разводиться, да. Как я только начинаю жесткую воду им подливать, они разводятся, но зато потом ничего не вылупляется, потому что у них жесткая вода, да. И потом я думал, что делать, да. И теперь я сделал по-другому, да, я поставил себе, где я воду собираю, разъемники, или как сказать, танки, или как назвать правильно, где воду собирать, резервуар. Запасные резервуары. Да, запасные резервуары, где я воду собираю со скважины, мою жесткую воду эту, да, и просто окисляю ее через такой специальный кислород так и так, и потом доливаю туда серную кислоту специальной машинкой, которая... Серную или фосфорную? Или фосфорную. Ортофосфорную обычно все любят. Или фосфорную, да, наверное, да. Просто я на немецкий не знал, как. У нас она называется потом я вам скажу, да, как мы можем перевести, да, тоже посмотреть. Серная кислота техническая, содержание 38%. Ну, вот эту кислоту я заливаю и делаю pH 6, да. pH 6. И, скажем, когда вы кислоту туда заливаете, вы разлагаете минералы, которые там есть, да. Скажем, KH у вас разлагается, он потом меньше становится, да. Скажем, GH тоже разлагается. Вы можете сказать, что этот минерал просто растворяется, да. Но опять же, это только для разведения рыбы, да.
больше я ни для чего не делаю. Рыба у меня полностью в жесткой воде плавает, себя чувствует отлично. И в жесткой воде, что мне хорошо, ей много воды не надо менять, да, она может дольше быть, и у меня там pH, ничего не изменяется почти, да. Но, ну и, скажем, по разводне, да, вот я делаю 6 pH, и где-то, когда я вот эту подмену делаю шестеркой, у меня все равно потом pH со временем еще ниже становится, да. И я поддерживаю От это тогда. жизнедеятельности рыбы. Да, да. Вот то, что вот pH падает, этим я только поддерживаю своей жесткой водой. Да? Потом я только жесткую воду чуть подливаю, чтобы у меня параметр всегда был, что здесь 6, что здесь 6. Или здесь, скажем, могу на 5,5 выйти, а тут 6, да, чтобы у меня, как сказать, все вместе правильно работало. Скачки очень, очень плохо скачки. Раньше, когда вот у меня старый, я сейчас новую разводню строю, я сделал центральный фильтр, чтобы я мог лучше контролировать. А раньше у меня были все отдельно, и мне приходилось всегда мерить. И тут вот я смотрю, да, если я быстро воду поменял, скачок большой, например, там 4 pH, да, было, а тут я на 6 быстро поднял. Я вижу, даже биологическая система начинает плохо на это действовать. И вот это плохо для рыбы, во-первых, да, потому что биологическая система рухнула. И вся биология, да, можно сказать, это рыба, это стресс, да. Понятно. Вот вы посадили рыбу на нерест, сделали нерестовую воду, и рыба отнерестилась. Дальше ваши действия. Вы добавляете что-то, чтобы предотвратить образование грибка, чтобы усилить как-то оплодотворение? Одно время я тоже я вот, например, химию вообще не люблю брать, да. Я, например, выпаривал торф, да, вот именно горячей водой выпаривал его, и потом кислородную туда, я потом вытаскивал, как чай, да, запаривал. Вытаскивал этот носок с торфом, выкидывал, и вот этот вот настойка, это кислородный камень кидал, и там постоянно кислород был, ну, своего рода поддерживать биологию, чтобы она не скисла, да. И вот это я добавлял, да, вот я брал там, например, литр, да, вот, например, они откидали икру, я взял там литр, пол-литра и добавил, и она вот убивала грибок, да, природную, торфом, да. Понятно. В какой момент вы кормите рыбу, в какой не кормите? Просто почему этот вопрос? Потому что если у вас нет хорошей биологии, и вы начинаете кормить рыбу, то может быть отравление. Если у вас центральный фильтр все-таки с нормальной биологией будет работать, то биология будет, и рыбу кормить можно. Да. Но когда кормишь рыбу, часто бывает, что они съедают икру, съедают своего малька и так далее. Как все эти вещи предотвратить? Скажем, да, здесь надо чуть-чуть опыт, да, иметь, потому что все пары, они разные по характеру, да. У меня были некоторые пары, которые я знал, что их можно кормить, и они все равно ничего там не натворят. В основном это молодые пары, да, они вот опыта мало, да, или самцы, да, там очень ярые, да. Но я в основном так делал, чтобы не съедали или самку, или самца убирал, да. У меня были самцы, которые выкармливали малька сами, или были самки, которые, ну, там надо, скажем, ошибки всегда будут, да. Также у меня есть опыт большой, ошибки всегда происходят, потому что без них никак, да. Ну, Мы только понятно. на ошибках учимся, да. Тем не менее, даже ты будешь иметь 500 пар, да, или 10 пар, или одну пару, у них у всех разный характер, да. И То есть это надо следить, чтобы понять, кого убирать, кого не убирать, Да. кого можно вообще просто оставить в Кого покое. кормить, кого не кормить, да, и все такое, да, потому что по-другому никак. Скажем, я вот 3 дня, пока вот малек вот он сел, да, я стараюсь чуть-чуть подкармливать все равно, да. Но я, например, то, что вот я сделал креветку, да, вот у меня даже было так, что случайно, да, у меня мало времени было. И вот то, что я вот этот микс делаю, еду, да, вот это там креветки, все такое, она такое мелкое, что если мало мальков, ну, например, там, я не знаю, там штук 30, да, скажем, да, там не говорю 500, да, то я вообще даже артемий не кормил, да. Этого хватало, что они брали потом секрет,
С родителей и Да. чуть-чуть вот этого И фарша. питались вот это через жабры, они вот выпускают вот Родители. мелкие, да, родители. Мгм. И это все садилось, и я вот смотрел, что без артемии вообще обходился, да. Мгм. И Это малек нормально поднимался. малек нормально все было, да. Мгм. Но это опять же при маленьком, да, вот именно, если там 30 штук примерно, да. Мгм. Но если 500 там, или я не знаю, 300, знаете, или 150, да, там по-разному, да. Там уже нужна артемия, потому что это для родителей не очень хорошо, они их просто сильно обжирают, да. Но А с какого возраста вы начинаете подкармливать артемией? третий день, Третий день, да? да. Мгм. И также отсаживаю через 3 недели, да, отсаживаю малька уже от родителя. Он уже где-то так с ноготок, уже сам артемию кушает. 3 недели хватает. Некоторые оставляют дольше, но я считаю, что для родителей это не очень хорошо. Они их обжирают очень сильно. Мгм. И они самостоятельно очень хорошо потом артемию берут. И А как Кстати. вы, у вас получается, что за эти 3 недели малек уже приучается нормально кушать корм? Да? То есть с артемией они сразу переходят на фарш. да. Через 3 дня они получают артемию. Сначала едят секрет. Да, можно даже из первых дней чуть-чуть приучать уже, да, там чуть-чуть им там капельку давать, чтобы они уже понимали, что малек рождается, вот я под микроскопом их смотрел, с открытым ртом, да. Мгм. И вот он плывет, и вот он ловит, да, Хватает все, всё что, подряд. да, он залетает ему в рот, да. И они уже с первых дней уже могут тоже учиться. Ну, в основном вот они начинают секрет сначала, они как экскаваторы, да. Вот этот секрет собирают, они его не клюют, это их потом они клюют, там через пару дней, да, когда у них рот начинает открываться, закрываться, да. А так они как комбайн это все собирают. А артемия садится также на родителей, да, и они это все собирают. А теперь быстренько пробежимся по сверхзвуковому Ту-144 в музее. Самолет летал только по одному маршруту из Москвы в мою родную Алмату и обратно. И всего 7 месяцев. Снят с производства из-за нерентабельности. Штурман, наверное, вот здесь. Все на тумблерах. Здесь вот тоже предбаннички. Какие-то приборы и тумблеры. Кресла, мне кажется, убраны. А может и правда были только с одной стороны. Но не думаю, потому что вот оно симметричное. Багажное отделение. Симметричные. Сами эти. Тут вот стюарда оставили. Туалетик. Стеклянную дверь сделали. Кресла оформили, чтобы их быстро не измахратили. Вот девушку тех времен садили. Это туристы ходят. Вот один тут несется. Здесь небольшая такая экспозиция сделана. О том, как привезли сюда на машинах. Ну а здесь мы видим французский Конкорд. Его мы посмотрим в следующей серии. Итак, у нас осталась еще одна часть интервью с Рудиком и заглянуть на разводню, чтобы выведать секретные планы. Я не буду озвучивать темы третьей части, увидите все сами. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, и вы узнаете, с кем будет следующая встреча, можно ли поднять малька на сушке, болеют ли дискусы коронавирусом, как купить пиджина, а получить ягуара и многое другое. Спасибо за просмотр, до следующих встреч.